herzlich willkommen in unserem Zug. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. DB Regio fährt für bewegt. Друзья, посмотрите, где мы сегодня. Мы только-только вышли с вокзала, вышли на эту загадочную площадь в старинном городке. И тут же бухта, красивенная бухта. Это город на острове, на озере Бодензее. Называется Линдау-Инзель. Добро пожаловать в Линдау-Инзель. Что интересно, что в этот город можно запросто доехать на поезде без всяких проблем. Мы вообще с Ладой приехали с одной пересадкой всего лишь в Фридрихсхафене, вышли на вокзале и сразу же попали в красивое место. Это паромы или катера, которые ходят здесь до октября месяца. То есть, включая сентябрь, здесь можно было сесть на такой катер и прокатиться, например, в Фридрихсхафен или же куда-нибудь в какой-нибудь городок на том берегу. А на том берегу у нас Швейцария и Австрия тоже, совсем рядом. До границы с Австрией здесь всего 5 километров. Обалдеть, может, поедем в Австрию, съездим. Мы можем пешком сходить, но, собственно, у нас сегодня другой план. Так, смотрите, можно глянуть на эту же бухту, где мы находимся сверху, видите? Вот маяк, вот лев. Кто-то накакал, да? Вот прямо напротив нас как раз самые главные достопримечательности этого города. И, кстати, ладно, можно зайти на эту башню с маяком. Мы сейчас так и сделаем. Сегодня очень туманная погода. С одной стороны, это так красиво. Смотрите, какая дымка над озером. Все такое спокойное, умиротворенное. А с другой стороны, мы не можем из-за этого видеть Альпы, которые здесь недалеко. Обычно их видно вот из этого положения очень хорошо. Там противоположный берег весь в горах. Красивые такие силуэты. А сейчас вот просто так будем ходить здесь, как ежики в тумане. Вот я вижу украинский флаг отсюда. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Если я еще не сказал, то надо напомнить, это озеро Бодензее. Это его восточная часть. И город Линдау – это крайний немецкий город на Бодензее. Один из самых красивых городов здесь. Так, я неправильно пошел. Дорожка должна быть вот так вот. И сегодня мы должны в этом убедиться. Так говорят все путеводители, что здесь просто красотень. Здесь есть и средневековые постройки, и есть более поздние постройки. Вообще городу больше 1000 лет. А на этом острове первоначально был Бенедиктинский монастырь. Ты любишь места, где были монастыри, Конечно. да? Я же собираюсь в монастырь, в конце концов. Ладно, всю жизнь собирается в монастырь, но муж и всякое такое. Не дают, не дела, жизнь не пускает. Так, а тут у нас на причале стоят красивые парусные яхты. Посмотри, их немного, но некоторые из них просто... Еще одна мечта после монастыря. Так, цена со взрослого человека 4,50 за подъем на башню. Сейчас открыто. Заплатим и пойдем. Он дал нам проспекте, в котором написано, сколько здесь Да, все, ступенек. чтобы мы не приставали к ним. Да. Да, возьмите книжечку, там все написано. Ага, 139 ступеней. Пошли. Ну вот, друзья, самое любимое, ладно, занятие — ходить по ступенькам вверх. Теперь есть 139. Где это мы были? В Швебеш-Гмюнде мы всего лишь 86 ступенек поднимались. Смотри,
1856 году была построена и 36 метров в вышину. Так мы уже зашли, да? Как быстро. Алло. Слушай, я собралась еще выше. Что-то маленькая совсем башня. Да, такая дымка, такая погода даже лучше подходит такому городку немецкому, да, чем солнечная. Мне кажется, как сказка. Посмотрите, как облако упало на эти красные крыши, остроконечные. Мне всегда напоминает сказку о снежной королеве, знаешь, с этими вот стилем готическим, с этими красными крышами. Кажется, что где-то там сидят какие-то сказочные герои. Вообще Персонажи, да? Германию обожаю. И видно, что это остров, смотри, потому что везде видна на той стороне вода. Если бы не туман, это было бы видно отчетливо, а так мы отсюда просматриваем. Камера, возможно, этого не передает. Но атмосфера сегодня действительно такая, знаете, как сонное царство какое-то. Спокойно, все размеренно. Вот какая-то прям древность чувствуется в этом городке. А я уже говорил, он действительно древний. И вся его центральная часть, она во время Второй мировой войны не пострадала. Поэтому мы с вами можем сейчас пойти и окунуться в Средневековье. Линдау находится не только на острове, он и на материковой части тоже расположен, но именно старый город, он находится здесь, и все интересное находится именно на островной части. Поэтому городок небольшой, мы с Ладой думаем, мы его за пару часов весь обойдем, посмотрим. Местных жителей здесь не больше, чем в нашем Гайслингене, но в основном, конечно же, здесь масса туристов. Конечно, многое здесь уже реконструировано, многое по-другому, но все равно, вот смотрите, идешь так себе, и внезапно такой дворик. Но мы не только про город сегодня будем рассказывать, мы, как обычно, будем рассказывать про свою жизнь в Германии, про то, что с нами происходит. И одна из новостей – это то, что мы уже первую зарплату с YouTube вывели на карточку. На обычную карточку банковскую. И теперь у нас именно та сумма, которую мы вам показывали в нашей творческой студии, 1823 евро, она как раз и пришла. Без всяких вычетов пока. То есть, по сути дела, если бы мы жили сейчас в Украине или в какой-то другой стране, где не обязательно платить налоги, а такие страны до сих пор есть, то мы бы просто брали вот эти деньги и пользовались бы ими. Но здесь в Германии все сложнее, как вы знаете. Здесь в Германии нам... Ой, такой свист. Открылась дверь. Я подошел, автоматика сработала со свистом. Это какой-то отель. Ну ничего, испугала меня эта дверь. В общем, мы здесь должны заплатить налоги, вы уже об этом прекрасно знаете. Но кроме того, мы еще должны слезть с дотации джоб-центра. И, в общем-то, сумма, которую мы получили, если бы она была чистыми, то мы, в принципе, могли бы сразу же попрощаться с джоб-центром, уже сказать: все, адью, спасибо большое, и уже вот жить за собственный счет. Но поскольку непонятно, сколько будет вычтено налога, и у нас чистыми с этой суммы, которая нам пришла на карточку, должно остаться около 1200 евро. Ну, 1100 с чем-то, мы точно не знаем, потому что налоги в Германии – это сложная система, прогрессивная система. Чем больше денег, тем больше налогов, насколько я понимаю. Ну, в общем, не буду вас сильно грузить, может быть, я повторяюсь сейчас с этой информацией. Но деньги пришли, и мы об этом заявили в джоб-центр. Я отнес письмо туда, положил им в почтовый ящик, сообщил о том, что мы вот такие уже молодцы, зарабатываем. И теперь мы снова ждем ответа от них. Друзья, если вам интересно то, что мы рассказываем про наши заработки на YouTube, то вы напишите, поставьте лайк и скажите,
Мы будем рассказывать регулярно о том, что у нас получается, сколько мы зарабатываем, сколько платим налогов. Но мы должны знать, что вам это интересно, потому что не все люди любят слушать про деньги, как оказалось. Некоторые говорят, вы что, все время теперь будете рассказывать про свои деньги. Некоторых людей это просто раздражает, поэтому я некоторые спрашиваю. ждут, говорят, а сколько же вы в этом месяце заработали, расскажите, это интересно. Вот, поэтому подписывайтесь, чтобы нас не потерять, следите. Мы все рассказываем, то, что никто никогда вам не расскажет. Знаете, какой самый большой платеж в Германии? Аренда жилья составляет большую часть расходов. Поэтому мы поинтересовались, смотрите, какой прекрасный город, да? Пойдем. И, конечно же, здесь хочется жить вот в каком-нибудь таком старинном доме. И мы заглянули на сайты недвижимости и посмотрели, вот за сколько можно купить вот реально в Линдау-Инзель квартиру. И на первом же сайте я нашел объявление о том, что продается квартира. Почему-то она 3,5 комнаты, не знаю, как это у них там считается. И она находится в доме, который построен в 1700 каком-то году. Сейчас Лада найдет, где это объявление. 698 тысяч евро. Почитай про эту квартиру немножко, а я пока буду... Наслаждайтесь качеством. Это трехкомнатная, 3,5-комнатная квартира в стиле старого города на 3-м этаже в отличном месте. Предлагает характерную гостиную и так далее. Там спальни. Вот. Весь дом был построен, полностью отремонтирован в 2006 году и находится в хорошем состоянии. В собственности есть подвал. Дом, постройка Вот, 1700 смотрите, да. какого? 1700 года. 1700 года постройки дом. И в нем продается квартира на 3-м этаже. То есть, если у вас есть 700 тысяч евро, welcome. То вы можете стать счастливым обитателем этого города. Но мы это не для себя, конечно, смотрим, для вас, как информацию, потому что нам никогда не светит такое. Но я вам скажу, гораздо дешевле приобретать жилье не здесь, на острове, а здесь есть еще материковая часть, и поэтому там можно тоже приобрести какое-то жилье. И, в общем-то, мы посмотрели, полистали и обнаружили, что... Вот за 159 тысяч евро это самый дешевый вариант. 38 квадратных метров. Год постройки 1973, количество комнат 1. Но, естественно, это будет уже в современных районах, среди современных зданий и не на острове, не в старинном, не в этом древнем городке, а чуть подальше. Но это не значит, что там хуже жить. Там, в принципе, тоже очень уютно, удобно и комфортно. Ну вот, смотрите, какое разрисованное здание. Здесь прямо на фасаде фрески красивенные. И это одно из самых привлекательных зданий здесь, на центральных улицах Линдау. У нас теперь в каждом видео будет рубрика «Цена на недвижимость». Мы будем приезжать в разные места и смотреть, почем, вот так вот же искать по объявлениям, продается ли там какое-нибудь жилье. Мне такое чувство, что этот трактор ездит за нами, он нас не взлюбил. Он нас Смотри, куда мы преследует, идем. да. Он убирает здесь какую-то клумбу железную, смотрите. Я наблюдал, как тракторист действует очень аккуратно в этой городской среде, чтобы ничего не задеть. Трактор уехал, и мы можем в продолжение темы недвижимости рассказать то, что знаем. Например, я отслеживаю в ТикТоке некий канал. Женщина занимается перепродажей недвижимости в Германии и иногда делится информацией о том, что она нашла на сайтах с продажей, с объявлениями. И показывает именно эти объявления, и там есть такие очень интересные цены. Меня даже заинтересовало, пару раз я пошел и на карте нашел те места, где это продается. Во-первых, я вам должен сказать, что там цены прям уникально низкие. Например, можно купить дом за 10, 12, 15 тысяч евро. Дом, целый дом в сельской местности. И реальное объявление в Kleinanzeigen. Это точно дом? Точно, да. И там фотографии внутри, снаружи, все. В общем,
Некоторые даже из них, ну, как бы с торгом, хотя цена низкая. И как бы, когда видишь такое, впадаешь в недоумение. Здесь такие огромные цены, а там продаются по бросовым ценам вообще. Это для Германии 10, 15, даже 20 тысяч евро. Это пустяк. Для недвижимости вообще никакая цена. В чем же там проблема? И, в общем-то, во-первых, самая первая проблема, что эти все дома, они очень старые, полуразрушенные. Ну, еще держатся, конечно, все, но они находятся в таких районах, в основном в Восточной Германии, там, где Тюрингия, Саксония, где было ГДР, в каких-то отдаленных селах, где ничего нету. И поэтому они там стоят недорого. Но, кроме того, насколько я знаю, существуют еще всякие законодательные препоны или, как сказать, нагрузки, которые не позволяют человеку купить. Вот, например, я знаю, что есть украинцы, которые, в принципе, могли бы за 10 тысяч евро купить дом сейчас. Но они это не сделают, потому что им нужно еще иметь деньги на ремонт, а поселок, в котором они приобретут дом, обязует их сделать ремонт в этом доме и обязует их сделать еще, видимо, ремонт или вложить какие-то деньги в оборудование приусадебного участка, близлежащей дороги и всякое такое. То есть Еще можно сказать, что ремонт не так просто здесь и сделать. Здесь некоторые работы сам ты не имеешь права делать. Это надо только нанимать фирму, определенную фирму. да. Даже если у тебя руки растут Да. из правильного места, то ты, если не имеешь лицензии, ты не имеешь Электрика, права. сантехника, то есть ты... Вот такая вот ситуация с недвижимостью, насколько мы сейчас понимаем. Но в будущем будем узнавать больше и рассказывать вам. А сейчас, друзья, мы видим музыканта. Смотрите, любимая наша тема — послушать музыкантов здесь и дать им пару евро. Лада, держи, пару евро. Скрипач играет. Надеюсь, он будет не против того, что мы его снимаем. Что нам в Мюнхене когда-то попался один гитарист, который, как только мы подошли его снимать, он перестал играть. Сказал, давай деньги побольше. Сказал, покупай Или мой диск. покупаешь что-то. Очень красиво играет, да? Скажи, насколько... Рябовские зонтики. Да? А, ты знаешь эту композицию? Друзья, мы пришли к каким-то старинным зданиям, это церкви. Одна и вторая — это очень древние церкви, это как раз постройки средневековые. То есть вот времена средневековья позднее, это до 1492 года, до того года, когда Колумб открыл Америку, потом началась эпоха Возрождения, а вот в Средневековье строили вот такие каменные церквя. Лада любуется магазинчиками. Это так прикольно, это там антиквариат всякий. Почему антиквариат? Там сумки продаются современные. Посмотри, как интересно. Давай зайдем чуть-чуть. Ну, просто такие магазинчики тянут к себе. Да, вот как надо делать, чтобы у людей появлялось желание зайти в магазинчик, нужно поставить что-нибудь увлекательное. Какие-то вещи такие. Заходишь в магазин как в музей, а действительно здесь антиквариат. Was kostet? 110. 110. 110. Ja, aha, verstehe. 110 евро. Это какие часы? Вот эти вот? Вот эти. Как ты думаешь, это старые часы? Sehr alt. Oh, ja. 1950 oder so, denke ich. Okay. Alt. Danke.
Dankeschön. Dankeschön. Schönen Tag. Gute Zeit. Мы присели за столик в неком кафе, которое называется Мокка. Хоть и на улице, но у нас есть пледы здесь, для того, чтобы Можно укрыться, укрыться, погреться. уютно полежать. Это все находится на центральной улице, практически недалеко от Ратхауса. О, dankeschön. А, так? Ух, ничего себе. Это я уже перепугалась. Смотрите, нам порекомендовал официант эту вкусняшку. И сейчас мы узнаем, насколько она вкусная. Это очень вкусно, я прям плямкаю. Ты попробуй, я такого давно не ел. Серьезно, это тебе тоже должно понравиться. Это не крема какие-то, а особенное тесто и с орешками, да? Смотри, тут семечки, тыквы, немножко сгущенки Мгм. и такое вот песочное, воздушное, какое-то песочное тесто. Очень вкусно. И похоже немножко на сгущенку, но не сгущенка, а что-то такое. А кофе мне даже жаль его отпивать. Прикинь, он такой красивый. Не зря мы сюда зашли. Очень вкусно. Да, очень вкусно. Даже соседи наши едят такие же вкусняшки и радуются. Друзья, просто отличное кафе было, особенно пирожное, которое стоили по 4,70. Мы в конце спросили у официанта, как называется, он сказал пистацио. Это, наверное, что-то итальянское, я точно не знаю, но продается в Германии, поэтому если будете здесь, в Линдау, Рекомендую. на Очень вкусно. центральной улице, да, вот это вот кафе, оно называется, их weiß nicht, как оно называется, короче, вот в этом месте, видите, кажется, на Линдау сегодня упало мягкое облако, Облако, да? все в тумане. Куда там нам увидеть Альпы? Тут уже за 200 метров почти ничего не видно. Смотри, когда мы подходили, утром еще можно было разглядеть вот этот вход в бухту, маяк и льва. А теперь Я уже... такого плотного тумана еще не видела. Просто такое ощущение, что где-то что-то горит даже, вот как дым, да? Мгм. Но дыма нет. Первый раз такое вижу, так интересно. Мы в облаке идем. Мы увидели этот паровозик и не смогли отказать себе в удовольствии прокатиться, потому что это наша давняя детская мечта. Последний раз мы на таком паровозике катались... Слушайте, он даже сигналит. Последний раз мы катались на таком паровозике в Одессе по тропе здоровья. Помнишь, Лада, да? И теперь здесь, в Линдау, я уверен, мы не увидели самого главного, пока сами ходили, потому что особо мы не знали, куда идти. А теперь вот сели на паровозик, хоть это и не дешево, это стоит нам на двоих 16 евро. Сладко. Is there a place with sun all year round and pina coladas with pretty faces and sand on the ground? I wanna stop this ongoing train before I lose my mind and go insane. I don't wanna sleep every night. I wanna light a spark in the dark. I don't wanna say I'm okay, living the same every day. Come run beside me, let's
let's take off. Let's leave this place for another place. Oh. Вот так выглядел наш этот паровозик. Инзельтур называется. Ну, честно вам скажу, я ожидал большего. Я ожидал, что мы какие-то посетим места, которых мы пешком не посмотрели, потому что не знали. Но, в принципе, по тем же местам проехали, даже на центральную улицу не заехали. А туман тем временем все сгущался. Смотрите, прям озеро вообще не видно. Туча прилетела и легла здесь на все побережье. Так что, друзья, хорошо, что мы еще утром хоть что-то разглядели здесь. Теперь все. На этом наше путешествие сегодня заканчивается. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Друзья, на этот раз мы сделали не такое длинное видео, как вы просили. И ждите нашего следующего видео через несколько дней. Всем хорошего настроения, всем счастья, всем пока.